Honor Magic Pro. Как много в этой фразе. Почему я приобрел данный ноутбук? Все очень просто. Самые выгодные компьютеры из разряда тонких, маленьких и абсолютно адекватного ценника у Honor и Huawei. Это уже 5-й ноутбук от их концерна на канале. Здесь 16 гигабайт оперативы. Я его приобрел, получается, чуть больше, чем за $600. Учитывая курс сейчас, он более чем адекватный. Чем эта модель отличается от всех остальных, которые я обозревал уже на экране? В первую очередь то, что здесь 16 гигабайт оперативы. Я напоминаю, что если вы подобное покупаете с 8, вы уже не сможете ничего добавить. Здесь распаянная память оперативная. Второй момент, здесь просто обалденный звук. И все остальное, что мне понравилось, и результаты тестов, разумеется, вы увидите. Смотрим. Начнем с ноутбука. Почему я купил этот ноут? Первое, 16 гектар оперативы, второе, это экран. То есть все остальное мелочи жизни. На нем у меня ребенок будет учиться компьютером. Потому что до этого он сидел на Pixel 4 и играл в планшет, разумеется, яблочный iPad. Вскрывается все довольно просто. Достаем. Довольно легкий. Мы его обязательно будем взвешивать. Зарядка может быть даже гановская, но, по-моему, нет. Нет, зарядка меньше, чем гановская, допустим, у тех же Xiaomi-тов. Распаковываем кабель. Кабель довольно длинный. С обеих сторон Type-C. То есть USB-A здесь нет. Внутри больше ничего не осталось. Пакетик великолепно просто склеен. Здесь у нас практически ничего не написано, кроме того, сколько он потребляет. 65 Вт. Зарядка у нас здесь на эти великие ужасные 65 Вт. Сразу смотрим Type-C-шный порт, HDMI, скорее всего 2.1 и, разумеется, USB-A. С другой стороны 2 USB-A и мини-джек. Радость-то какая. Сразу вспоминается мой великолепный прошлый ноутбук с двумя Type-C-шными входами и одним мини-джеком. Что там? 150 тысяч рублей, да, и 60. Не будем о грустном, объективно у Honor по-любому хуже экран, но и черт с ним. Стоимость-то тоже ниже. Вскрыли. Вот такая радость нас внутри ждет. На 16 дюймов. Рамки довольно узкие, но нижняя рамка несимметрична. То есть подбородок у нас космос. Core i5, 16 гектар оперативы. SSD-шник, по-моему, на 512 я выбирал. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алишке, притом сейчас идет распродажа, но промокодов, правда, еще нет. Опять же, понимаем почему. Но будут точно. Может быть, не на этот сейл, так на следующий. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Напоминаю, что сейчас выгодно покупать через Kiwi. На Алиэкспрессе курс доллара 102-108, на Kiwi сейчас 96. То есть вы экономите больше 10% стоимости. Как это сделать, смотрим в описании. Перейдем же к ноутбуку Honor. Полетели. Поставляется данный девайс только в сером цвете. Дизайн минималистичный, матовый корпус и небольшая надпись Honor, ничего лишнего. Ноутбук выполнен из металла, размеры составляют 16,9 на 369 на 234 мм. Весит он бодрых 1 кг 714 граммов. Довольно легкий, тонкий, вдобавок еще и прочный. Сборка хорошая, ничего не скрипит, не люфтит, только оформление портов подводит. И в этом случае еще тачпад слегка не радует своей сборкой. Материалы марки, но на сером цвете не особо это и видно. Открыть ноутбук можно двумя руками, как MacBook от Apple он не открывается. На корпусе расположили микрофоны, 2 антискользящие ножки в виде 2 полос, краткая информация, вентиляционная решетка для отвода воздуха, к слову, система охлаждения с 2 теплоотводными трубками и 2 вентиляторами Shek Fin 2.0. При средней нагрузке он нагревается до 45 градусов, не больше. Как по мне, довольно тихий, холодный, хотя если сильно нагрузить его, то шум будет очень даже слышен. Опять же, при рендеринге, допустим, или игре. Далее есть 2 динамика по 3 Вт, которые расположили по бокам от клавиатуры, за что, конечно же, плюс. Звучание мне понравилось, оно четкое и насыщенное. Громкости хватает, я в основном использовал его на 40-50% громкости. Клавиатура компактная,
без цифрового блока с правой стороны, но есть подсветка с 3 режимами работы, за что тоже плюс. Как вы помните, недавно я обозревал ноутбук Huawei, у него подсветки клавиатуры не было. Печатать на данной клавиатуре удобно, нажимаются клавиши приятно, с глуховатым щелчком. Поверхность клавиш матовая, но без текстуры. Также между клавишами F6 и F7 скрылась выдвижная камера HD. Как по мне, это не лучший вариант. Качество у камеры, разумеется, хромает. Здесь максимум 720p 30 fps. Помимо перечисленного, также есть увеличенный тачпад. К слову, под правую кнопку мыши выделили небольшой участок. Нажатие не лучше, и звук звонкий, что слегка раздражает. Как клацанье получается. Последнее — это кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. За время использования я не встречал проблем с его работой. Он довольно шустро отрабатывает, что очень даже хорошо. Летим дальше. Ноутбук оснащен IPS-экраном на 16,1 дюйма с узкими рамками в 4,9 мм и антибликовым покрытием. Полезная площадь экрана 90%, 100% sRGB, широкий цветовой охват. Соотношение сторон стандартное 16 к 9, разрешение экрана 1920 на 1080 пикселей тоже стандартное. Частота обновления экрана 60 Гц. Максимальная яркость 300 нит. На улице в дневное время суток яркости не хватает, но не совсем все плохо. Просто не хватает, так-то видно. А в помещении даже при прямом попадании света яркости достаточно. Цветопередача меня порадовала. Конечно, красный цвет слегка тускловатый, но в целом картинка отличная. Откалибровать под себя возможно. Далее, при работе с фотошопом проблем с цветопередачей не возникло. И, к слову, ретушировать фото и производить легкий монтаж видео в том же Premiere Pro можно без проблем. Далее, процессор Intel Core i5 1021U 10-го поколения с техпроцессом 14 нанометров, 4 ядрами и 8 потоками. Максимальная тактовая частота которого 2,4 ГГц. Видеокарта GeForce MX 350, и лет ей много. Правда, она с высокопроизводительной памятью GDDR5. Двухканальная оперативная память DDR4 на 16 ГБ, интерфейс PCI SSD, внутренняя память 512 ГБ от Toshiba. Результаты тестов памяти вы можете наблюдать на экране. Апгрейдить ноутбук, к сожалению, возможности нет. Можно поменять винчестер, но никак не поменяешь оперативную память, она здесь распаяна. Windows 10 в стоке, есть возможность установить 11-ю версию. Я обновил и через некоторое время пожалел об этом, так как нахватался проблем с ней. Wi-Fi на борту двухдиапазонный на 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth версии 5.0. Также ноутбук поддерживает технологию Magic Link 2.0 с режимом мультиэкрана для взаимодействия между устройствами и передачи данных. Емкость аккумулятора 2X 3665 мАч. Полный цикл зарядки от родного адаптера питания 1 час 39 минут. За 34 минуты набегает 50% заряда. В PC-марке ноутбук выдал результат 5 часов 27 минут на автономность на максимальной яркости. Мне его хватает при нормальном режиме использования спокойно на часов 12 без подзарядки. В Geekbench Vulkan Score 6174, OpenCL Score 14000, CUDA Score 9800, Single Core 975 и Multicore 3094. 35-минутный тротлинг-тест с участием GPU вы можете увидеть на экране. Максимальная температура процессора была 80 градусов. Не космос, учитывая, как у меня игровые ноутбуки до сотки перегреваются. Перейдем к играм. Я установил 3 игры. Первая — это Genshin Impact, разумеется. На средних настройках графики в среднем показывала 30 FPS. Лагов не обнаружил, что хорошо, но FPS просела в половину. Вторая игра — это GTA 5. В среднем выдала 55 FPS, минимум опускалась до 40 FPS. Настройки графики выше средних, играть комфортно, фризов я не наблюдал. Третья игра — это PUBG. Установил для разнообразия, и тут все очевидно. Играть можно без каких-либо проблем. В целом играть на этом ноутбуке можно, но для себя выделю один минус. Это шум от системы охлаждения, так как во время игр она дает о себе знать. Минусы — это расположение отвода воздуха, не каждому подойдет. Скрытая камера со своим HD качеством вообще не радует. Тачпад у меня лично, возможно, с дефектом, а возможно, это такая сборка. Играя в игры, шум от вентиляторов достаточно громкий, так же, как и при рендеринге. Плюс бывает неадекватный ценник. Но вот сейчас он адекватный, если опять же оплачивать через Kiwi. Что будет через пару дней с курсом, я не знаю. Многие ожидают, конечно, 50 рублей за доллар. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра все-таки появятся эти промики. Скидки уже есть. Во всяком случае, по мне, более чем за адекватные деньги можно тот же Poco F3 купить за 21 тысячу. И это хорошо. Напоминаю, что порог таможни ушел в 1000 евро. То есть мы сейчас с 1 апреля можем покупать ноутбуки без проблем из Китая. Так что на Тмол особо бежать за этим Honor тоже не стоит, может быть. Хотя в Китае он стоит дороже. Резюмирую. Honor Magic Book Pro именно на Intel i5, как по мне, показался
показал себя отлично, так как он имеет хорошую производительность, быстрый SSD, который не нужно менять, отличные 16 гигабайт оперативки, которые для повседневных задач более чем достаточно. Вдобавок не забываем про дизайн и экран с адекватной цветопередачей и отличной яркостью. Меня он в целом порадовал, если брать по сумме качеств за эти деньги, цвет, блеск, красота. Это, к слову, не первая прошка, которую я покупаю, просто остальные прошки я покупал друзьям, а эту купил себе. Подписывайтесь еще на телеграм-канал взаимопомощи Болталку, я туда выкидываю отдельные ролики, мифы и реальность по поводу техники. Девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.